эфире канал «Частное мнение русского немца». Здравствуйте, мои дорогие подписчики и зрители моего канала. Я приветствую вас на моем канале «Частное мнение русского немца». Сегодня поговорим о обычной жизни. Это тот человек, который купил себе в Калининграде дом, живет в Германии, очень недоволен Германией и хочет в скором времени переехать в Россию, в Калининград. Вы знаете что? Мы пожелаем ему удачи, и чтобы он быстренько переехал в Калининград. Ну а я вас попрошу, чтобы вы подписались, поставили лайк, написали комментарий, поделились этим роликом. Но если вы все это сделали, не забудьте еще нажать на колокольчик. Ну и конечно, не забудьте захапить это видео. Заходите на мой телеграм-чат. Подписывайтесь. Там все интереснее и интереснее становится. Ссылка в описании канала. Заходите на канал Fuchs aus Deutschland. Очень интересная женщина и очень интересно рассказывает про перебежчиков. И очень досконально рассказывает. Очень интересно. Ну и, конечно, заходите на канал «Самое важное» с Эрихом Вайсом. Тоже интересно рассказывает про всех этих перебежчиков. И про интересные новости из России. Да, автор канала «Обычная жизнь» очень любит Россию. И постоянно критикует страну, в которой он сам живет. Я покажу реальные цитаты и разберу, как личные симпатии и антипатии автора превращаются в пропаганду для зрителя. Ну вот, выехал автор канала «Обычная жизнь» со своей женой закупаться. И едут на машине, на крутой машине, и едут в магазин, в большой Einkaufszentrum. По-русски торговый центр. Ну вот сидят и едут, и он ругается. Все время ругается. Дороги не ремонтируют. И хотя по камере даже не было заметно, что какие-то кочки были. Камера и картинки, которую он там показывал, все было ровно. Весь ролик был ровно записан. Ну и потом, когда он выехал на центральную улицу, там ему опять было все не так. Он был недоволен. Тут все время работают, все время строят, все время ремонтируют. Все не так было. Абсолютно все не так было. Ну и когда они уже по центральной улице ехали со скоростью 50 км в час, он стал ругаться. Говорит: пробки, пробки, пробки на светофорах. Вы понимаете, светофор загорелся и показывает красный цвет. И ему пришлось остановиться. И он говорит: пробки, пробки, пробки. И опять он был недовольный, что так много пробок и что так часто красный цвет горит. Но я не знаю, надо быть тут недовольным или надо быть довольным. Но если, например, дети, твои собственные дети переходят дорогу, и есть светофор, где они безопасно перейдут дорогу, ну неужели надо ругаться, что тут красный свет загорелся тебе, чтобы ты остановился и, например, пропустил детей? Как вы думаете? Напишите в комментариях. Ну вот, они подъезжают к торговому центру. И на парковку очередь. 3 машины стоят. И он недовольный. Тут всегда все полно.
Все полно, все едут закупаться. Почему все едут закупаться? Почему все полно? И едет дальше. Едет на вторую парковку. Там, где посвободней. Можно заехать и не ждать вот эти 3 машины. Но все люди, которые живут в Германии, они прекрасно знают, если очередь из 3 машин, то она очень быстро проходит. А этот человек, который живет, как он говорит, уже больше 20 лет в Германии, да еще и шофер, не знает про это. Итак, мои любимые зрители и подписчики моего канала, я хочу вам напомнить, что автор канала «Обычная жизнь» живет в Германии. И все врет и врет про Германию. Все рассказывает, как плохо жить в Германии. Вот если мне кто может, объясните, почему он это делает. И вот знаете, вот так открыто врет. Напишите в комментариях, как вы думаете, почему он это делает. Может быть, действительно получает деньги от кого-либо за свое вранье. И вот он начинает рассказывать про отель. Подстаканники, шторки, затонированные окна, холодильник для напитков. Естественно, там самый поганый отель будет стоить 130 евро. Это он говорит про Германию. Ну давайте проведем анализ. То, что автор канала «Обычная жизнь» тут рассказал. Автор выбирает мелкие детали, чтобы создать впечатление, что Германия неуютная и дорогая. Слово «поганый» усиливает негатив, хотя для большинства это просто стандартный отель. Давайте разберем следующее высказывание автора канала «Обычная жизнь». А филиппинска, как филинское «бог ты», извините, это он работает с такими брендами. Ну давайте сделаем анализ. Слова бессвязные, но создают эмоциональный эффект. Зритель воспринимает Германию как страну, где ничто не работает нормально. Ну вот еще одно высказывание про свою собаку Арчик. И вот знаете, вот этого я вообще не понял. Если кто нападет, Арчик первый убежит. Ну давайте теперь сделаем анализ. Автор использует юмор и единичный случай, чтобы усилить ощущение опасности в Германии. Ну вот, они гуляют по этому торговому центру и смотрят цены и говорят: очень все дорого, очень все дорого. Ну, квалитет не такая, как в России. Очень все дорого. Да, в Германии дорого по сравнению с Россией. Да, тут он прав. Но одну он не сказал, что зарплаты в Германии тоже другие. По сравнению с Россией, в Германии зарплаты намного выше. Намного выше в Германии. Может, поэтому цены в Германии и выше. Потому что люди себе могут позволить купить все, что они хотят. Или могут себе купить. Ну и, конечно, нам надо не забыть,
Житель Германии может спокойно поехать в Россию и купить себе там вещи тоже на заработанные евро. Да, он может это сделать. Ну а посмотрим, житель России сможет это сделать? Сможет житель России поехать, например, в Германию и купить себе куртки, которые он бы купил бы где-нибудь в России? Смог бы он себе такую куртку купить в Германии? Мне кажется, нет. И мне кажется, что каждый здесь сидящий и смотрящие тоже скажут так же, что люди из России себе навряд ли смогут что-то позволить. Я имею в виду теперь нормальных работяг, которые стоят на заводе у станка или на кассе, продавцы. Они себе вообще ничего не смогут позволить в Германии. Ну и, конечно, поговорим о качестве. Вот скажите, пожалуйста, если действительно такое плохое качество в Германии, как вот автор канала «Обычная жизнь» говорит, почему тогда так много людей едут из России закупаться куда-нибудь в Европу? И даже в ту самую Турцию едут закупаться и перепродавать потом в России вещи. Ну и, конечно, я хочу задать вопрос многим россиянам, которые ведут пропаганду. Вот скажите, пожалуйста, почему ваши предприятия, например, предприятия текстиль, переезжают куда-нибудь в Китай и шьют там вещи, и эти вещи потом привозят обратно в Россию, уже готовые вещи? Вот скажите, напишите в комментариях, почему такое происходит. Почему Китай присылает самые плохие автомобили в Россию? Вот скажите, напишите в комментариях. Так давайте разберем следующую цитату автора канала «Обычная жизнь». Так что вот такие вот дела, друзья. Мы ничего не сочиняем, ничего не выдумываем. Я всегда говорю только то, что знаю. Я никогда ничего не выдумываю и сплетни не собираю, поверьте. Ну давайте сделаем анализ. Автор создает иллюзию объективности. На деле это субъективная оценка, подкрепляющая позитивный образ России. Ну давайте разберем следующую цитату автора канала «Обычная жизнь». В России бы такого не было. Там все проще, люди добрее, все понятно. Ну давайте анализ. Контраст. Германия плохо, Россия хорошо. Усиливает национальную гордость зрителя. Следующая цитата. Я сам живу здесь уже несколько лет, но каждый раз поражаюсь, как они все усложняют. Ну давайте сделаем анализ. Использование личного опыта создает доверие. Я живу здесь, значит, знаю правду. В супермаркете все красиво, но сервис ужасный. Никто не улыбается, никто не помогает. И что можем мы сказать? Автор подчеркивает только негативные стороны, игнорируя положительные. Это классический прием пропаганды. Выбираем детали, чтобы поддержать нарратив.
И следующее высказывание автора канала «Обычная жизнь». В Германии все по правилам, но люди холодные, как лед. Ну давайте проанализируем. Эмоциональные образы усиливают впечатление, что Германия нечеловечная, несмотря на реальность. Ну давайте подведем итог. Хозяин канала «Обычная жизнь» никогда в жизни не переедет в Калининград. То есть в Россию. И будет продолжать жить в Германии. И хаять Германию. А почему он будет жить в Германии? Да мне кажется, он понимает, что жизнь в Калининграде не получится у него. И он это понимает. Но, может, получает деньги от кого-нибудь. А может, еще что-нибудь. Я этого не знаю. И не могу сказать. И не могу осуждать его, что он любит Россию. Каждый может любить любую страну, какую он хочет. Но страну-агрессор, которая убивает детей в соседней стране и безоружных людей убивает, такую страну невозможно любить. Так что сделайте свои выводы и подумайте. Так что делайте соответствующие выводы. Ну а теперь я расскажу, какая у нас сегодня погода была. А у нас сегодня было холодно. Плюс 2 градуса. Плюс 2 градуса. Представляете, было холодно. Ну что поделать. Надо одеваться потеплее. Что я и сделал. И поэтому мне не было холодно. Ну а теперь я попрошу вас подписаться, поставить лайк, написать комментарий, поделиться этим роликом. Но если вы все это сделали, нажмите еще и на колокольчик. Ну а если вы еще и на колокольчик нажали, не забудьте еще захайпить это видео. И все будет хорошо. Ну а теперь я скажу вам auf Wiedersehen и до свидания, мои любимые, хорошие подписчики и зрители моего канала.